Здравствуйте, это Михаил Лобковский, это Мария Армас, говорит моим мужским голосом, потому что иначе ничего не говорит. Здравствуйте, добрый вечер, совершенно Михаил. другой голос. Не спутаешь с моим, правда? Добрый вечер. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Анна, а мне 26 лет. Так. Москва. Судя по я акценту, Москва, да. Я в свое время переезжала достаточно много из ПГТ маленького, непосредственно сначала в Петербург, потом в Москву. Давайте расскажем нашим несведущим гражданам, что ПГТ — это поселок городского типа. Да, такие глухие истории за Уралом, которые сейчас очень сильно загнивают. Я даже вспомнил стихотворение. Ехал Мойша на Урал, в Филадельфию попал. Вот какой рассеянный Сансара Моисеевна. Ну, дальше. Вот. И, собственно, в 26 лет я достаточно многого добилась. Я управляла многомиллионными проектами в достаточно сложной области девелоперской. И в целом у меня в жизни все прекрасно складывается. Я добиваюсь вообще всего, чего хочу. Вам пришлось адаптироваться, да, когда вы переехали? Да, естественно, но у меня это как-то достаточно легко прошло на колоссальном желании, на колоссальнейшем просто энтузиазме. Но у меня происходят кризисы. Каждый раз, когда в общем, добиваюсь того, чего хочу, будь то это новый переезд, новая какая-то вершина высота, у меня каждый раз начинается кризис как будто бы достижения. Я начинаю очень сильно мучиться, я все сделала, у меня начинается история про то, что ты сам себя начинаешь уничтожать. Вот ты все отработал, ты все сделал, все, и ты мучаешься, не знаешь, что делать дальше, очень мучительно придумываешь себе дальнейший смысл. Сейчас хочу переехать в Италию, и, соответственно, у меня мысль такая, а зачем? Ну, я все сделаю. То же самое все в Москве можно купить. Да. А вообще, да, куда вы, зачем вы все время куда-то ездите? Расскажите мне. За деньгами вы начали с того, что я успешно и управляла многомиллионным бизнесом. Это вы говорили. То есть для вас это, видимо, значимо, да? Я в свое время очень сильно хотела профессиональной реализации, и происходило это у меня в сфере, мне достаточно интересно. То есть вы за реализацией ездите? Она больше даже уже не финансовая, а некая личностная. Ну да, а Италия на какой предмет? А Италия на предмет, знаете, в детстве очень сильно хотела, мечтала. Больше, знаете, в такую искусствоведческую историю, которая у меня совершенно закрыта пока еще. Но вы сейчас говорите про ПМЖ или про какой-то туризм? Знаете, скорее всего, наверное, про ПМЖ, но в целом не планирую. Спасибо большое. Значит, Виталий решил пошутить. Он пишет: ни страны, ни погоста не хочу выбирать, а дальше не так, как у поэта. А в любимый Гоа прилечу умирать. А че не прилететь, Виталий? Абсолютно русская равнина ваш Гоа. Там уже индусы забыли, когда последний раз видели это место. Когда по-индусски говорили, да. Я перефразирую. А вот насчет разговора. Софья, 28 лет. Здравствуйте, Михаил. Я приехала в Германию год назад. Очень тяжело было первое время, потому что чужой язык, порядки, люди другие. Первые полгода хотелось вообще обратно в Россию. У меня вопрос, как перебороть страх говорить на чужом языке? Потому что, когда я пытаюсь говорить по-немецки, то мне кажется, что меня не поймут и подумают, что я глупая. Расскажу историю, как перебороть страх. У меня была собака в Израиле, ирландский сеттер по кличке Шон. И он обрюхатил рядом на соседской стройке, там араб был сторожем, вот эту сторожевую дворнягу. У них родилось 6 щенков. Это милая собачья леди. Да. Вот. А мой, кстати, я помню, после этого была вахта, потерял сознание и упал прямо на асфальт, потому что на руках его... Это, кстати, был последний секс его жизни. Вот. Но все разрешилось хорошо. Да. То есть там и вот там нарисовалось 6 щенков. Смесь сеттера с колючей проволокой. Араб сказал: мы теперь братья. И, кстати, я еще хочу, раз уж разговор, тем более про адаптацию в чужих странах, араб говорит: брат, приходи. Я не буду говорить как по-арабски брат, здесь нельзя употреблять некоторые слова. Вот как то, что нельзя, только впереди еще буква А. Угу. А дальше еще 3 буквы. Это по-арабски брат. Ну вот, говорит, приходи. И налил мне кофе. Я такой кофе не пил.
Значит, 250 грамм стакан, из них 200 грамм кофе и 30 грамм воды сверху. Я там чуть в конце не отдал. Араб так нормально сидят, пьют целый день. Ну вот. И жена, это даже женат был, говорит, давай щенков домой заберем себе. Я говорю, да если вместо тебя давай, а так нет, конечно. Но у нас же не может быть 6 собак дома. Меня же в конце концов не Юрий Антонов зовут, и площадь не позволяет. Вот. И мы пошли отдавать этих щенков людям. Там есть такая улица в Иерусалиме, как у нас Старый Арбат, называется Бен-Егуда. Тоже пешеходная. И вот мы встали с 6 щенками. Жена, в отличие от меня, на иврите говорит, я-то вообще никак не говорил, но она боится говорить. В результате мы, как эти самые, на допросе сидим с щенками и мычим. Люди, кстати, ходят, интересуются, но из-за страха открыть рот, у меня, потому что мне сказать нечего, а жена, потому что стесняется, мы сидим долго и молча. А люди что-то спрашивают, подходят, пытаются с собачками поиграть. Давно бы уже отдали бы собак. Тут нам навстречу идет не израильтянин, а американец, и, судя по нашивкам, ветеран Вьетнамской войны. Ему лет под 70. И он на английском говорит, что, братва, не можете поговорить, что ли, чтобы собачек пристроить? Ну, я на таком же, не на таком же, на лобаном английском говорю, ну, типа того, отец, а какие предложения? И вдруг мы увидели, как ведут себя люди, Мари, которые не стесняются говорить. Он собаку этих щенков 6 за полчаса пристроил. Он просто подходил, брал щенка, говорит, товарищ, не нужна ли вам собачка прямо, вот, осчастливьте, ну и так далее. Ну вот Софья не может так. Вот, и это прямо видно было, насколько мы зажаты, насколько чувак абсолютно свободный. Да ему после Вьетнама ничего не страшно. Дорогая Софья, есть только один способ решить эту проблему. Говорить. Открыть рот и говорить. Дело в том, что люди иностранные для вас, когда вы говорите на их языке, как бы вы ни говорили, им это уже приятно. Потому что вы говорите на их языке. Они вам не просто простят ваши ошибки, они ласково вам помогут их избежать. Но вы не можете научиться говорить, пока вы просто не открыли рот. Потому что научиться можно только что-то делая. Поэтому мой вам совет. Вы должны перестать думать о том, как вы неловко смотритесь, какие вы делаете ошибки и так далее, и все-таки открыть рот и говорить. Софья, представьте, что вы ветеран Вьетнама, и Да. вам надо пристроить щенков. 6 щенков, притом быстро, потому что старик куда-то спешит. Много очень сообщений. Мария пишет: здравствуйте, муж нашел работу в другом городе, и я переехала вместе с ним. В том городе остались семья и друзья. По размеру оба города-миллионники. Но новый город в Сибири, он дальше, он более отсталый. Домой на выходные не съездишь, далеко. Тут будто бы ничего не интересно, не хочется ни с кем общаться. Устраиваться на работу я не хочу. Я сижу дома и занимаюсь собой. В дальнейшем я не планирую жить в этом городе, ну максимум 3 года. Но в свой родной город мы тоже вряд ли вернемся ли. Вопрос, не асоциализируюсь ли я, не деградирую, нужно ли искать интерес. Но если человек сидит дома и занимается собой, я даже не знаю, что предположить, чем конкретно собой, ну то есть каким местом в себе можно заниматься сидя дома, то, конечно, может быть какая-то деградация происходить. Надо, конечно, более активно жить, я считаю. Здрасте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Мария. Меня Добрый зовут вечер. Ксения. Мне 29 лет, и ваша тема, она прям на злобу дня. Потому что я несколько месяцев назад приехала из Москвы в Санкт-Петербург, и, получается, прохожу заново все то, что уже было у меня. Слушайте, а можете мне сказать, как человека, который раз в месяц как по часам ездит в Питер и никак не может понять, в чем разница? Вы чувствуете разницу? Знаете, Михаил, я разницу чувствую. Мне здесь как-то спокойнее, что ли. Причем я понимаю, что вряд ли ритм жизни отличается, наверное, но мое внутреннее ощущение здесь как-то мне так благостно. А народ как отличается? Ну, мне пока кажется, может, это первые мои пару месяцев, но все какие-то очень культурные, мягкие, никуда не торопятся. Мы, например, с мужем, когда идем по метро, бьем копытом, скорее, быстрее в московском ритме. Я тоже постепенно начинаю замедляться. Смотрю вокруг, люди никуда не бегут, они читают в метро,
какие-то все такие Вы знаете, вот не могу не В согласиться. Питере вообще есть привычка жить, как мне Да, кажется. культурно. Я скажу вам два наблюдения. Там есть такой ресторан, называется «Хочу харчо», ночью работает. И когда вы в него заходите, вы читаете объявление. С билетами из театра скидка 10%, а последний раз была 20%. Это только в Питере такое могут написать. А еще я помню, я шел по Рубинштейну, и сзади два алкана, ну, со спины я иду, они сзади идут. Говорят: ой, простите, пожалуйста, у нас сейчас проблема возникла, не могли бы вы помочь немного выручить деньгами, очень хочется выпить. Я говорю: нет, извините, пожалуйста, за беспокойство, ради бога. А в Москве это выглядит так: брат, слушай, дай, прямо трубы горят, я не могу, дай, пожалуйста. Вот тут разница есть, конечно. Так, дальше. Ну, вы знаете, на самом деле в Питер я хотела приехать давно. Я родилась в Уфе, и у меня было несколько переездов. В Казани я жила некоторое время. И я вспоминаю свои желания, когда я училась в институте. Я думала, поеду, почему-то вот хоть официанткой, у меня такая мысль была, хотя я уважаю их работу, но я думала, хоть официанткой поеду, буду учиться, днем, вечером буду подрабатывать, снимать себе комнату в коммуналке. И вот в Питер, у меня прям, как в Москву, чеховские сестры, а вот у меня прям в Питер. И я все-таки это сделала, переехала. Но я, в принципе, начала жить так, как хочу. Наверное, вот последний год это дала плоды моя психотерапия, которой я в Москве начала заниматься, работать психологом. И моя жизнь очень сильно кардинально переменилась. Какая главная причина была переезда в Питер? Я думаю, что мне здесь всегда было хорошо. Вот вы говорите о том, что каждый месяц приезжаете. У меня каждую весну и каждую осень я уделяла себе там 3-4 дня из Москвы. Я приезжала, я здесь отдыхала. И я подумала, что раз уж мне так хорошо здесь, то почему бы мне здесь и не остаться? Я перевелась с работы на другую должность. Ну, в общем-то, я устроилась, нашли с мужем квартиру. И вот живем. Я на самом деле наслаждаюсь. Я обращаю внимание, какое небо красивое, какие люди вежливые. Могу посидеть спокойно на скамейке, никуда не торопясь, без бега. Как-то так. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас пока получается очень такой благостный разговор. Нету жести. Добрый вечер, Михаил и Мари. Сорвал я прямо изо рта у Мари. Я приехал в Англию, адаптация прошла на ура. В моем случае это было по работе. Сам сделал визу и все такое. Здесь есть все. Боржоми и сметана российская. Надо просто хотеть. Просто я очень сильно хотел переехать. Я хотел уехать, соответственно, адаптировался. Зовут меня Василий. Это прекрасно. Смотрите, что нам пишут из Ярославля, Бельгия. Здравствуйте, Подождите, Бельгия. Из Ярославля, Бельгия? Я сейчас расскажу вам. Здравствуйте, я сама из Ярославля в свое время приехала в Москву, и там у меня завязались романтические отношения. Через 3 года мы вместе с партнером переехали в его страну, Бельгию. Первые годы интеграции были очень тяжелыми. Сейчас я проживаю в Бельгии 5 лет. Совсем недавно настало время, когда я стала ощущать себя своей, много бельгийских друзей, но, увы, отношения с любимым человеком разладились. Складывается впечатление, что для меня переезд стал позитивным толчком к саморазвитию, профессиональному росту и так далее. Но мой молодой человек уже мечтает о переезде в новую страну. А он это объясняет: экспат, менталитет плохо ощущает в своей собственной стране, а я понимаю, что я не готова обнуляться и переезжать в новую страну, потому что вполне счастлива в Бельгии. Но мой отказ от переезда обозначает окончание наших отношений. Правильно ли в этой ситуации выбирать себя? Дарья. Это был риторический вопрос, правильно, Дарья. Ну вот, есть вопросы. Алексей из Орла. Добрый вечер, я в 2002-м переехал жить в Ланкастер. Вообще, по характеру я такой, что тяжело менять насиженное место. Поэтому, когда переехал, то почувствовал себя, просто вот как марсианин среди других. В итоге я не смог адаптироваться и вернулся в Россию. Думал, что войду в свое русло, но по приезде вообще тоже ощущение чужака. И самое интересное, что я не адаптировался до сих пор ни в России после Ланкастера, ни в Ланкастере после России. Я извиняюсь, Мария. Есть желание вернуться в Англию. Вопрос, откуда такой диссонанс, Алексей? Я все думал, что такое Ланкастер, только знаю Берта Ланкастер, был такой актер великий. А это, оказывается... Это английский Ланкастер. Да, это английский. Видно сразу, что вы футбол не следите. В смысле, извиняйте. Вы знаете, потому что они островитяне, у них другой совершенно менталитет.
И, кстати, нет такой общей понятия Европы, да, и тем более они и не считают себя европейцами, англичане. Какая же это Европа после Брексита? Вот именно. Поэтому, да, наверное, как-то очень важно вот эта атмосфера, насколько ты себя чувствуешь в своей тарелке у себя дома. В одной стране чувствуешь, в другой не чувствуешь. Я вам так скажу. Вот за что я обожаю Израиль, там не важно, знаешь ты язык, не знаешь язык, ты как дома. Отношение такое. В других странах, ну, если ты не про туризм, я имею в виду на ПМЖ, то есть жить собираешься. А в других странах не совсем так. Вот. Я очень хочу... У нас нет времени, да, сейчас? Ну, у нас есть буквально минуточка, но я хотела докрутить вопрос Диму-то Алексея. из Беларуси, мы обязательно должны ему, я обещал. Что ты хотел докрутить вопрос? Алексей пишет, что он хочет вернуться в Англию. При этом это очень странно, потому что Англия ему уже не подошла. А может, Ланкастер не подошел, а Глазго совсем другое дело. Мы же не знаем. Или Ливерпуль с Лондоном. Надо попробовать. Это разные города. У нас же Москва тоже отдельный город, а Сызрань совершенно другой город. А для других это все Россия. Но россияне так и не думают. Так же, как это, говорится, учите по-арабски, если в Париж собираетесь переехать. Поэтому здесь надо пробовать. Я считаю, что к новому городу легко можно приспособиться, если есть самореализация. Сама я с Ташкента. Это не я, так написано. Не Живу только в Москве. есть люди с Ташкента, но и с Урала есть люди, нам пишут вот в WhatsApp. Ну что, Будем брать. Будем брать. Добрый вечер. Здрасте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще Алло. раз. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Марина. Очень приятно, Марина. Я когда-то переехала в Москву из Красноярска. Из Красноярска. Это было в 2003 году. И я не хотела переезжать. Просто мой молодой человек, ему предложили работу, и мы переехали. Москва никогда не была моей целью. Мы переехали, у нас было в кармане $300. Их в то время хватило ровно для того, чтобы заплатить риэлтору, заплатить за месяц за квартиру и заплатить страховой депозит за квартиру. Угу. И адаптация была нелегкой. И до сих пор я не могу для себя точно сказать, что да, Москва мой там родной город. Конечно, я к нему привыкла. Я живу здесь уже больше, чем в Красноярске. Да, потому что я был в Красноярске, мне понравилось, и в зале было просто рекорд 1350 человек. А в Сибири только кроме Красноярска столько я не собрал. То есть прям хорошо мне было. Люди интеллигентные, мне понравилось. Холодно только. Холодно, да, климат плохой, экология не очень. А так неплохо. Люди хорошие, город креативный. А привыкать к Москве было сложно. И здесь, наверное, очень важно, кого ты по пути встречаешь. Да? Меня встретились по работе друзья, подруги, потому что, в общем-то, новых друзей сложно было уже наживать, если можно выразиться. И это была, наверное, главная сложность. У меня встретились люди, которые мне помогали. И, конечно, сейчас уже Москва для меня родной город, и как-то сложилось все по работе, все получилось. То есть тот человек, который не сидит на диване, а все-таки что-то делает, идет, добивается через... Спасибо большое. Спасибо. Как хочется сказать, дай бог, мужа не пьющего и детей побольше. Мы с женой тоже переехали, причем из Москвы в Санкт-Петербург, потому что Санкт-Петербург — город для жизни, в отличие от того, во что превращается Москва. Я, кстати, коренной москвич, а супруга моя из Санкт-Петербурга. Вот это любовь. Вот это любовь. Я, Москва собственно ни при говоря, чем. понимаю. Ну, телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Мария. Очень приятно вас слышать. Я как раз вот дозвонилась, получается, и отвечу, и, скажем так, свежую струю, предложенную Марии. Я переехала в Москву. Откуда? Из Екатеринбурга. Так. И, Но знаете, с чем я- пришлось столкнуться? Какие были трудности? Никаких, абсолютно органично. Я с детства, сколько себя помню, люблю Москву. Ну, как-то так получалось, что я читала литературу, книги детские мне мама. Ну, как-то так вот судьба. И я переехала, ну, скажем, уже в возрасте, мне сейчас 47, я переехала 3 года назад. 3-й год
живу в Москве и переехала без семьи, одна, нет семьи. И продала все в Екатеринбурге, купила квартиру в Москве. И вы не представляете, как счастлива. А какие Да. плюсы или минусы по сравнению одного города с другим? В Екатеринбурге более агрессивные, мне кажется, жители. Но я думаю, что там это следствие погодных условий, там низкое небо, какие-то такие хмурые. А Москва, конечно, сама доброта. Сама Я солнечность. таких добрых людей вообще не встречал. Таких не бывает просто. Но Я мне... не согласна с вами. Да в чем именно вы не согласны? Даже вот просто разговоры в магазине, в очереди, совершенно по-другому люди общаются в Москве, нежели в Екатеринбурге. Я вот Вы сейчас недавно... серьезно это говорю. Я просто в Йобурге бываю 2 раза в год. Да. Поэтому мне интересно со стороны послушать. То есть вы считаете, что екатеринбуржцы более, так сказать, агрессивны, а москвичи сама нежность, да? Ну, нет, не совсем нежность, они более напористые. Может быть, это... на самом деле, я Нет, просто там... человек чувствует то, что он чувствует, и тут Да. бесполезно спорить. Если вы так чувствуете, для вас это так. Да. Спасибо большое. Спасибо, за да. звонок. Я хочу только маленькую ремарочку, не знаю про Йобург, но московские водители признаны самыми агрессивными в мире. Вот так, для справки просто. Добрый день, Михаил. Предыстория. Меня зовут Дима, Беларусь. Полгода назад ушла жена к другому. С ребенком 12 лет, живу в соседнем доме. В старой квартире с новой любовью. В браке 13 лет, работаю 10 лет на одной работе. Но ввиду моего состояния, она перестала нравиться. Знакомый предложил уехать в США. Получил визу. Но от того, что придется уехать, тяжело на душе. Каждый день приходится доказывать, что это лучший вариант, что я быстро ее забуду. На душе очень тяжело. Голова болит за сына, которого люблю. Думаю, может, здесь смогу переболеть, развиться без глобальных переездов, но сработаю над собой. Вопросы. Это бегство поможет или усугубит? Но обычно смена, как сказать, территории Локации, да. помогает. Локация помогает, считается. И какой из двух вариантов выберет сильный мужчина? Выберет тот, который захочет. Я думаю, вам больше того скажу. Не надо так обрубать концы. Вы поезжайте, не понравится, вернетесь. Вот и все. Здравствуйте. Это пишет нам Юлия из Бостона. В США живу уже более 5 лет. Семья, работа, дом и прочие блага. Блага или благо? Как правильно говорят работники радио, Мария? Я сейчас отвлеклась на, Хороший ответ. на нашего Повторить вопрос? прекрасного, да, Как правильно говорить, блага или благо? материальный достаток. Умничка. Семья, работа, дом и прочие материальные достатки. Довольная, счастливая мама, жена, даже подруг встретила веселых и душевных. Периодически появляются мысли типа: а какой бы была сейчас моя жизнь в Российской Федерации? Почему? Почему я оглядываюсь? Ну, наверное, еще мало живете. 5 лет – это не срок. А вот Михаил Мария 8 месяцев назад приехал жить в Италию. Адаптация отличная, школа по изучению языка, курсы поваров закончил. Если ты коммуникабельный, пишет Александр, уже из Италии, то ты везде приживешься. Звоночек? Успеем? Да, добрый вечер. Здрасте. Да, добрый вечер. Меня зовут Алексей. Так, Алексей, вы откуда? Да, я сам из Москвы, то есть, как там, коренной москвич в 3-м поколении. Да, кто-то не знает, коренное – это 3-е поколение. Второе Да, это не да. коренное считается. Но у меня переезд как раз из Москвы в город Калугу. Основная причина – это сначала семейные отношения. То есть уже нынешняя супруга, она здесь жила, мы познакомились, я какое-то время сюда приезжал, а потом уже вот насовсем перебрался, здесь работа, А где вы сейчас живете? Калуга, да, Ну, это Калуга. недалеко от Москвы. Да, и то есть 2 часа езды, и, то есть и с родителями я могу увидеться, когда это необходимо, какие-то деловые моменты в Москве решать. И могу сказать, что после Москвы, там сколько-то лет прожив, мне сейчас 33, ну, большую часть жизни я прожил в Москве,
я доволен всем. Жизнью в Калуге вы довольны. Да, кроме состояния дорог. Вот это единственный момент. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Здравствуйте, короткое сообщение. Меня зовут Алина из Эстонии. Скоро выхожу замуж, и мой муж переезжает из России ко мне в Эстонию. Как помочь ему адаптироваться? Учитель эстонского купить для начала. Вот. Хотя считается, что угро-финская группа, они наши как бы родные российские братья, но по языку не родные. То есть совсем не к русскому языку. Они никакого отношения не имеют. Я думаю, я тоже часто бываю в Эстонии. Там вообще адаптироваться особо не к чему, кроме языка. Язык — это все. Давайте с Эстонией тогда тему закроем. Добрый вечер, пишет Ирина из Эстонии. Я живу в 4 часах езды от Питера. Вы знаете, я очень хочу просто приехать, познакомиться с городом. Но я из провинции, и первый мой опыт, когда я поехала, был настолько провальный. Я заблудилась, едва нашла, как найти свой транспорт в направлении дома. Я очень хочу, но вы не поверите, я очень боюсь. А меня с головой просто накрывает страх в такие моменты, когда ты не знаешь, куда идти и к кому обратиться. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Что делать в этой ситуации? Еще раз пробуй. Знаете, есть такая шутка знаменитая, когда грудной ребенок пытается ходить и падает все время. Он же не говорит: нет, ходьба — это не мое. Он рано или поздно встает на ноги. Поэтому, если вам это интересно, вы должны еще раз это сделать. Тем более, чтобы в вашей голове не закреплялся негативный опыт. Преодолейте его. Здравствуйте, Михаил. Подхватываю я. Молодой человек хочет, чтобы мы переехали в Польшу. А я переживаю и боюсь. Страхи перед чужим менталитетом, незнание языка. Боюсь не найти друзей и грустно оставлять родителей. В России я знаю, что и где, знаю, как жить, а там все новые, как бороться со страхами и нужно ли. Смотрите, у вас есть два варианта. Вы вообще не едете в Польшу, или вы едете в Польшу настолько, насколько вы хотите туда ехать. И до тех пор, пока вам будет нравиться. То есть вы говорите себе, своему бойфренду, что окей, мы можем поехать, но если мне не понравится, меня точно не надо уговаривать, я соскакиваю и возвращаюсь обратно. Слава Богу, сейчас такое время, когда вы можете поехать, понюхать, попробовать и вернуться, если не понравится. Не то, что раньше-то было, когда все на перроне плакали с криком «Мы больше никогда не увидимся». Как в этой самой, говорит, я тебя, говорит, никогда не забуду, говорит, я тебя никогда не увижу. Мари, что это? Это я знаю, что Юнона и Авось, да. И Авось, да. Сейчас все гораздо проще. Переехала жить в Южную Америку, познакомилась с русской общиной и вроде вначале была рада, но потом, когда меня окунули в котел склок ненависти и зависти, все друг другу улыбаются и ненавидят. Грызутся и врут, пыталась помирить. Сама попала в мясорубку. Уехавшие 25, 15, 10 лет назад агрессивно ненавидит Россию. Те, кто приехал 2-3 года назад, совершенно другие, добрые, открытые. Те, кто раньше приехал, пытается показать друзьям русским, что у них все круто, а сами живут плохо. Вот. Те русские забыли, что они русские. Дайте на звоночек ответим. Давайте. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Я очень давно вас слушаю. И сразу хочу вот такой вопрос задать. Сколько мне лет? Что? Ничего, говорите. Вот такой у меня вопрос. Я буквально неделю назад переехала. Переехала вместе с дочкой. У меня ситуация тяжелая такая сложилась с мужем. А куда вы переехали? Я переехала в другой город. Из какого в какой? Из Краснодара в Тюмень. Обычно наоборот бывает. Так. Вот обычно бывает наоборот. Ну, переехали вот так. Краснодар, Калининград. Не буду врать, 3-й город в России. Это единственные 3 города, в которых с космической скоростью увеличивается население. Люди с севера как раз едут туда. Дальше. Вот. И у меня просто полный ступор. Я боюсь принимать решения. Я не знаю, чем заняться. И не знаю, как быть. В смысле? А поконкретнее сформулируйте вопрос. Ну, поконкретнее. Устраивалась на работу, но дочка маленькая, маме тяжело смотреть. И начала искать другую работу. Так. Опять нужно искать жилье,
чтобы ребенку Ну, нужно новый было... город, конечно, все по-новому. Да, Жилье, детский сад, да, очередь, все вот эти вот. да, и вот, и не знаю, что делать и как быть. Может быть, вы мне подбодрите хотя бы чуть-чуть. Легко. Когда Ух вы ты. не знаете, что делать, вы пока ничего не делаете, вы спросите себя, что вы хотите делать. И старайтесь принимать решения исключительно из соображений своих желаний. Жизнь показывает, что это самые правильные решения. Решения, принятые в основном на рациональной почве, грешат тем, что рациональность включается как контроль из-за страха совершить ошибку, сделать что-то не так и так далее. Вот смотрите, хочется, конечно, вопросов от слушателей. Например, добрый вечер. Переехать за границу – это моя мечта, но я врач, и если перееду за рубеж, то не смогу работать там, так как нужно много денег и много лет, чтобы переучиться или сдать сложнейшие экзамены. И теперь я не знаю, что делать. Поехать в страну мечты и забыть о своей любимой профессии, но зато жить в комфорте, или остаться тут, но зато развиваться в своей профессии. Что делать? Как говорится, лучше дальние родственники, как я уже говорил, на Ближнем Востоке, чем ближние на Дальнем. Что делать? Во-первых, не говорить никогда. Моя подруга Лиза, доктор наук, офтальмолог, вышла замуж за англичанина, уехала в Англию. Да, она очень долго сдавала экзамены. 3 года, 4, 5, я не помню. И, кстати, это в России такого нету. То есть, будучи 40-летним доктором не просто медицинских наук, а именно офтальмолог, только глаз, даже не глаз, а только одна часть глаза, роговица. А тут ей пришлось и онкологию, и акушерство. Вообще вся медицина с первого по, я не знаю, какой курс сдать. Но ничего, она все сдала, там 2 экзамена, теория и практика, и работает уже врачом. Поэтому вы так не говорите, что я врач, я не найду себе работу, это от вас зависит. Вот. А делать надо, как я уже повторял и повторю еще раз, то, что вы хотите. Потому что, как говорится, охота пуще неволи, никто же не заставляет никуда переезжать. Но здесь вот есть ли какой-то свод неправил? Как найти вообще опору, когда переезжаешь в другое место? Как найти опору? Но так как наша программа по времени уже подходит к концу, может быть, как раз пришло время сделать некое резюме. Давайте начнем как раз с вопроса Марии, как найти опору. Но скажу проще, закатать губы прямо во время переезда обратно. Потому что когда, как считаю я и многие буддисты, у вас нет каких-то навязчивых сверхценных идей, то у вас не происходит и разочарования. То есть вы говорите: я пробую, это не приговор, это не на всю жизнь, это не Москвы сожжены, это не обратно дороги нет. Я просто попытаюсь пожить здесь и посмотреть, понравится — останусь, не понравится — уеду, в конце концов, вернусь. Люди придают избыточное значение часто своим действиям, это их губит. Когда они возлагают нереальные надежды на этот переезд, когда они связывают какой-то прорыв в жизни, в личной, в карьере, в деньгах, а это не происходит, то у них просто крыша едет. Их ожидает разочарование и так далее, депрессия. Для того, чтобы этого не было, для этого надо очень спокойно отнестись к тому, что вы делаете. То есть у меня есть соображения. Из этих соображений я решил пожить в Сыктывкаре, в Уругвае, в Японии и так далее. Я туда приезжаю, совершенно спокойно к этому относясь. Да-да, нет-нет.